Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Так, расклад сегодня. Какие события откроют вам глаза? Давайте такой расклад посмотрим, да? На что надо обратить внимание, допустим, либо надо не пропустить. Либо надо не пропустить что-то, вот что мимо пробегает там, а оно твое, допустим, да, ухватиться за что-то. Вот такое вот. На что нужно обратить внимание? Какие события? Кстати, да, какие события откроют вам глаза? Вот что это будут за события? И будут ли они? Или просто самой надо будет присматриваться? Ну, такое, это жизненное, это, может быть, в быту что-то, может быть, по каким-то важным вопросам. Карты вам ответят сегодня. Просто жизнь есть жизнь, и иногда, да, хочется реально не упускать возможности, не упускать мгновения и что-то увидеть и понять. Угу. Думайте о себе, проговорите свое имя. Проговорите свое имя. Посмотрим сейчас опять сигнификацию, и, скорее всего, сразу же и в расклад. Ну, как будто как начинают карты говорить. А иногда, да, иногда идут задержки, потому что кто-то хвостом закрывает. Ничего, хвостик уберем. Так, все, я настроилась. Угу. Есть. Сила, сила, сильная сила. Ваша карта первая. Угу. Маг выходит. Семерка мечей. Не люблю эту карту, но что поделать. Кто из вас недавно, буквально на днях, полетело, что ли, что-то. Я не вижу, что-то полетело, как мимо что-то пролетело. Вы что-то поняли для себя. Или кто-то вам глаза на что-то открыл, кто-то правду, может быть, сказал. Расклад общий, поэтому я так сейчас в этот расклад вхожу, как говорится, да, в поток информации. На что-то реально вы обратили внимание и поняли что-то для себя, и это вас немножко... Вы расстроились. Вы расстроились из-за чего-то, либо из-за кого-то. Может быть, по семерке открылись глаза на какого-то человека, на какую-то ситуацию. Или вам сказали что-то, что вы поняли для себя. Вроде бы вы сильная, да, вы справитесь, вы реально справитесь. Но иногда слабеете, потому что очень много переживаний. И да, когда открывается какая-то правда, вы переживаете, и вы страдаете даже. Маг, тройка кубков. Ну, это предательство, это треугольник через магию. Такое у кого-то было. Повелитель стихий. Кто-то решил вами управлять. Кто-то захотел, да, у кого-то треугольник в отношениях был, может даже до сих пор. Но кто-то еще хотел вами управлять. Знаете, чтобы... Вот вы сила. Кстати, мужчины, они боятся вас иногда. Есть такое, потому что вы сильнее их. Но только они не знают, что вы рядом с нормальным, сильным человеком, мужчиной, были бы и слабой. Слабой, потому что хочется расслабиться. И вы бы много дали этому человеку. Вас некоторые мужчины обходят стороной, они вас боятся. Не всегда, иногда, хотя вы нравитесь. Хотя вы нравитесь. Они просто
стесняются, комплексуют, что ли. Ну, что-то типа этого. А вот иногда в вашу жизнь приходили люди, мужчина, даже несколько, но они пытались, или он пытался управлять вами. У него не получилось. Он просто очень сильно хотел, чтобы это он был сильней, а вы никто. Нехороший человек был в вашей жизни. Может быть, и женщина какая-то. Может быть, и какая-то женщина. Если мужчина смотрит расклад, вот для вас может быть женщина. Хотя у каждого из вас, да, это могли бы быть и женщина, и мужчина, потому что вот человек хотел вами управлять на работе, в личной жизни, в коммуналке. Может быть, кто-то в коммуналке когда-то жил. Может, даже и сейчас живете. Или на съемной квартире, где вроде как хозяева еще есть, которые свои условия иногда ставят. Кто-то хочет вами управлять, потому что вы сильная, но никто не хочет видеть вас вот этой сильной. С одной стороны, это неправильно, с другой, в принципе, может быть. Просто люди тоже, я вижу, около вас делятся на разных людей. Есть, которые гадкие и не хотят, естественно, видеть вас сильной, потому что они сила. А есть хорошие, но они тоже боятся видеть вас сильной, потому что думают, ну она сильная, что вдруг я не такой, как ей нужен. Они стесняются. Но настоящий вы человек другой. Королева мечей. За вашим мечом скрыта настоящая, чистая, откровенная душа. Чистая, такая настоящая душа, не накрашенная красками, что под ними ничего не видно, а чистая. И когда вас увидят вот настоящий, от вас не уйдут, вас никогда не оставят. И друзья хорошие, и родственники. По одному, по два человека, но обязательно будут в вашей жизни. И мужчина. Настоящий такой вот. Он вас увидит, и все. Все. Да, может и будет комплексовать, потому что вы сила. Но он никому вас не отдаст и никогда не предаст. Вот такой человек либо есть у вас уже в жизни рядышком, либо будет. Вот мужчина, если смотрите, вы как королева вышла, да, но считайте, что это вы как мужчина тоже вот как с такой вот чистой душой, тоже под какими-то ограничениями, потому что иногда хочется закрыться, да? Иногда хочется закрыться, и чтобы тебе опять не наплевали в душу. Вот так вот про вас карты говорят. Отшельник. Кто-то из вас в одиночестве в вечном. Это я говорю утрированно скорее. Почему? Потому что, да, можно сказать, да, я в вечном одиночестве. Или еще как-нибудь, да. Но одиночество у вас не может быть, потому что вы реально человек для людей, а не для какой-то, не знаю, какого-то уголка. Да, вот высшие силы трубят. Ты не должна где-то себя закрывать. Это не твоя жизнь. У тебя жизнь ого-го еще какая. Не закрывай себя, чтобы вот родился и все, и ушел. Нет, ты в жизни, не знаю, ключик. Ты в жизни огонек. Ты в жизни ручей чистой воды. С чем еще сравнить вас, по вот этой карте? Такое вот. Ну, давайте дальше сейчас. Ой, любовь, любовь, любовь. Любовь в вашу жизнь вот либо пришла уже, либо идет. А может, кто-то из вас уже знает этого человека. Просто вот сомневаетесь, либо там какая-то нерешительность есть. Но около вас есть и будет вот такой человек, что вот единое целое. Единое целое. У кого-то скоро встреча, у кого-то уже есть. Но любовь — это ваша жизнь. Так, давайте посмотрим
дальше, да, по раскладу на вопросы. Какие события откроют вам глаза, какие люди, может быть, откроют вам глаза, что нужно не пропустить. Ух, башенка. Это башня. А башня когда выходит? Когда реально что-то реально происходит. Ну, по вопросу, если это башня по вопросу, то да, события вам будут открывать глаза на что-то, и люди тоже. И кое-что, да, не надо пропустить. Этот расклад, он больше как предупреждение для тех, кто застрял, я не знаю, мне хочется здесь назвать беличье колесо. Вот как будто бы белка в колесе, да? Белка в колесе, вот как предупреждение для тех, кто застрял в беличьем колесе. Что не вы как белка, а вы в этом колесе. Вы как сила, гармония, но вы как в колесе в беличьем. Белка ушла погулять, а вы туда вот попали. Вот для вас это как предупреждение по башне. Вы иногда перестаете видеть свой потенциал. И вы себя разрушать можете. Хотя себя можно и починить, и убрать, и построить заново. Ремонтик сделать. Кто как хочет, кто в какой ситуации. Но вы сила, а не разрушение. И вы реально перестали иногда, вот, может быть, всегда даже в последнее время, а может только иногда получается так, что вы перестали видеть себя, вот свой потенциал реальный, жизненный. Знаете, что тут пугает по этой карте? Вы должны, давайте я так скажу, бойтесь роли простого исполнителя. Вы не строитель, вы хозяин. Вы не строитель, вы хозяин. Бойтесь роли простого исполнителя. Да, иногда роль простого исполнителя удобна, но сейчас она может стать для вас ловушкой. Это может быть как по карте, я сказала, а вообще по жизни, да, ну, тоже бойтесь тех ситуаций, событий, где вам закрыли глаза и не открывают. Людей, которые лезут со своими принципами, что у них вот потенциал, а ты кто? Ты вообще молчи и делай. Нет, это не ваша жизнь. Здесь, извините меня, вы хозяйка этой башни, да? Вот, поэтому нечего лезть в вашу жизнь, иначе рассыпешься. Как-то так. Как-то так. Так что смотрите аккуратней. Не ведитесь на ловушки людей, потому что действительно они могут быть, эти ловушки. Так что роль простого исполнителя, она не ваша. Вот в этом колесе лазить. Королева Пентаклей в ваших руках очень большая сила сделать себя лучше, сделать себе хороший заработок, хорошие впечатления какие-то сделать себе, да, куда-то съездить, куда-то пойти, кому-то обратиться. Любовь, говорю, любовь около вас кружит. И любовь это не продажная, любовь это не покупная, любовь настоящая. Денежки, которые под вашим крылом, это ваша сила, это ваша стабилизация. И то, что вы действительно сможете сделать. Сможете заработать, сможете подняться по рейтингу, сможете выйти в какие-то фавориты, сможете назначить кого-то для себя, я уже запинаться начала, для себя помощником, для себя, а не вы помощник, а для вас будут помощники, если они вам нужны, по работе. Ну, как-то так. Колесо фортуны. Знаете, здесь вот эта карта,
она как будто бы стеклянный потолок вашей фортуны. Как будто бы вы видите, что вы хотите, но нет воздуха, чтобы им дышать, чтобы им пользоваться. Но вы видите. Эта карта говорит, что вы заметите, да, события, которые откроют вам глаза по-настоящему. Эта карта говорит, вы заметите, что ваше мастерство и старания в каких-то моментах перестали приносить плоды. Вы умеете, вы стараетесь, вы мастер своего дела, вы стараетесь, но оно не приносит плоды, оно не приносит доход, оно не приносит уже даже радость, потому что доход не приносит, зачем мне себя вкладывать, либо там еще что-то, да? Потому что вы делаете больше, чем, наверное, надо. Нет, хотя да, и больше, чем надо, вы тоже делаете. Ограничьте себя доступным. Не надо слишком сильно куда-то лезть. И вы получите то, что вам причитается, и то, что вас наконец-то будет по судьбе, по колесу фортуны радовать. Но когда вы делаете больше, вот еще тут такое, да, вы все равно будете получать либо столько же, как за меньшее, либо вообще еще меньше. Потому что, не знаю, как будто бы не сейчас. Как будто бы карта говорит, не сейчас, успокойся. Успокойся, тебе надо вдохнуть этот ветерок, открыть окна, открыть этот стеклянный потолок. А это значит, что не строить замки за этим стеклом и смотреть на них, а уже открыть с одним замочком, да, замочком, с одной башенкой, давайте скажу, вот, и уже как-то жить и что-то новенькое придумать, радоваться, да, в какие-то моменты. Ну, как-то так. Двойка мечей, закрытые глаза, да, на что смотреть? На что смотреть, чтобы не пропустить. Вам поручают какую-то однотипную механическую работу. Либо вы себе сами ее включаете, однотипную механическую работу, в то время как интересные проекты отдаются другим. А если вы сами в себе включаете, значит, оно другим само переходит. Понимаете? Вы как будто реально в колесе, в колесе, в колесе. Это знак, что вас воспринимают как функцию, а не как личность. И вот сейчас нужно не упустить момент, когда ваша лояльность начинает превращаться в самопожертвование. Вы хороший, добрый человек. Реально. Ваша лояльность превращается в самопожертвование. Это не ваше. Вот оно где. Это, знаете, как событие-индикатор. Какой-то вот этот вот, я говорю, мне как видение стеклянного потолка. Потому что потолок — это все, давай, открывай окошко. Не пропускай этот момент, не упускай возможности, хватит жертвовать собой. И хватит больше, 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 а денег мало, или там любви вообще нисколько, да, и какие-то хорошие слова от других людей, ты слишком много, постоянно ты вот так, не упади, не простудись. Конечно, это переживание за своих родных, но как же без этого? Но нужно им тоже дать шанс своей реализации, но в этот момент открыть для себя дополнительные интересы, чтобы они исполнялись, чтобы ты, опять же, успокоилась и радовалась. Я не знаю, как еще сказать здесь, серьезно. Давайте дальше. Давайте еще посмотрим, что карты скажут. Какие события, да, что не пропустить. Но вот бойтесь, реально бойтесь роли простого исполнителя, простого вот этого рабочего. Хотя рабочий тоже ценится. Но даже обычный рабочий, сантехник, не знаю, плиточник, кто угодно, он тоже человек. И когда он понимает, что это его, и он может это делать, он живет, а не когда просто, опять же, знает, что им пользуются, а он может больше. Когда он хочет этого и большего не хочет, он живет, все, это нормально. Но когда он хочет большего, а у него никак не получается, да,
и он вот это вот одно и то же, одно и то же. Вот тут уже проблема. Так что неважно, сантехник, продавец, не знаю, как там еще, да, сказать, дворник. А что, дворник не человек? Дворник человек. Просто если ему это не нравится, он должен поменять в себе что-то. Но если он думает, сейчас нормально, а там решим, и нормальный, здоровый, значит, его такое время. Вот. В данном случае вам карты говорят, ну, смотри, роль простого исполнителя не для тебя, тем более, если тебе это уже в самопожертвование переходит. И если тебе все это нравится, возможно, даже эти подсказки, ну, не для вас. У вас все хорошо в жизни. Чего вы тогда смотрите здесь? Может быть, просто как утвердиться? Пожалуйста, смотрите. Чувствуете себя, что это не про вас, у вас все хорошо, вообще супер. Смотрите расклад. Это расклад для утверждения, это расклад для улучшения своей жизни. Я энергию даю обязательную, чтобы она шла к вам. Вот именно на YouTube-каналах, не забывайте, да, часто говорю, на других платформах меня нет, и моя энергетика туда не переходит. Там воровство, и что вы смотрите на других платформах, там уже, ну, как бы мое видео, да, украденное, но воровство в энергиях. Я туда этого не посылаю. Только на YouTube-канале, только на YouTube. Ананки Тарот и второй канал Анна Тарот. Все. 2 канала. В ТикТоке реклама вот этих 2 моих каналов идет. Анна Тарот называется в ТикТоке. Все. YouTube, Facebook, все остальное меня нет. Там воровство. Денежки не пересылайте. Продолжаем. Это на всякий случай, чтобы вы знали. Вот. Потому что я хочу для вас только добра. Но на чужие каналы по воровству я не раздаюсь. Так, отшельник вышел, да, это будет больше как событие-звонок, когда ты уже устал быть недопонятым, либо в одиночестве, в личной жизни, либо, опять же, в других каких-то вопросах. Здесь, смотрите, может быть, ну, мне карта идет, как будто это чужой триумф. Почему так? У вас глаза на что-то откроются. На чужой триумф, который был нехороший. Вы такое впечатление, что вы увидите, вы как клетку откроете, действительно. И не то, что для кого-то, может быть, кого-то посадите в клетку наконец-то, да, а откроете клетку, выйдете из нее. Если вы в клетке, образно говоря, по какой-то жизненной ситуации, образно говоря, в клетке, вы увидите, как кто-то менее компетентный, но он более дерзкий, этот человек, забирает ваши ресурсы. Либо признание какое-то будет прямо у вас под носом или из-под носа что-то, извините за такие слова, но как будто что-то вот как уведут или уже увели. Но расчет идет, расчет идет. Вам пора выходить из отшельников и из какого-то одиночества, действительно, где вас не слышат, и вы одна, вы один. Вот такое вот. Потому что вы это видите и увидите скоро еще больше. Глаза откроются на то, что хорошим, можно сказать, мальчикам и девочкам, да, не платят больше. Вот так. А хорошим мальчикам и девочкам это в кавычках, я сказала. Серьезно, по этой карте в кавычках. Вроде бы они такие хорошие, вот эти тети, дяди, да, девочки, мальчики, ну не знаю, это опять же утрированно немножко говорю, люди, в общем. Люди, что они такие хорошие, улыбаются там, ой, я такой компетентный, я все знаю, так, меня только слушайте, да, они лезут, но они делают ошибки. И когда они просто делают ошибки, это ладно, но когда они вредят вам, вот здесь как раз-таки у вас начинают открываться глаза в ближайшие дни. 100% в ближайший день какой-то, не знаю, какой-то важный, вы узнаете, либо поймете, кто есть кто, на какого-то человека.
Вот как-то так. Им не должны платить больше, чем вам. Им не должно идти больше любви и понимания, чем вам, потому что они вам делают плохо. Если вас не трогают, ладно, но когда вас трогают, вот тут как-то так будет идти на исправление по вот этой карте. Вот и суд еще высшей силы опять. Видите, трубит. Это не ваша жизнь, где раз в одиночество там забился и все. Нет, у тебя такие еще дорожки. Посмотрите опять. Эта карта вышла. И здесь что? Вот новый аркан, нулевой, с мешочком, но в новую жизнь, да, с таким вот, с торбочкой, или как оно там называется, в новую жизнь, как будто бы у вас идут перемены. Чужой триумф, все, заканчивается, особенно если прошлись по вам. Но еще раз скажу, бойтесь роли, когда вы смиренно ждете очереди. Ее занимает тот, кто умеет заявлять о себе. Через вашу силу проходит. И вам делает плохо. Знаете, какое-то событие, действительно, вы как увидите этого человека и просто вот увидите, что он будет про вас говорить или кто-то вам передаст, как заставит вас почувствовать острую несправедливость, но это будет топливо для вашего рывка. Это как будет топливо для вашего рывка в новое, интересное. И в отношении, опять же говорю, у кого как, а у кого и все вместе из вас. Вот действительно, и в любовь, и в деньги, и в какие-то нормальные, не знаю, там отношения с окружением, да, и вообще в жизнь в свою, в свой дом, улицу, не знаю, вот как-то так. Как-то так. Башня. Это вообще с самого начала. Сейчас давайте еще и все, наверное. На сегодня еще посмотрю, какой аркан здесь выйдет. Это, как они называются? Вот такая колода. Руны. Посмотрим. Вот. Дьявол. Я поняла. Ваша привычная зона комфорта, она как будто бы дает трещину. Извините уж за такие слова реально, но оно можно, да, охарактеризовать как зона комфорта, потому что вы вот как белка в колесе, как в начале расклада. Даже не белка, а вот в беличьем колесе, в чужом колесе даже. Вот. Так она самая вот та роль, вот как будто вы исполнитель, действительно, вот она дает трещину. Башня и дьявол вышел здесь, да, вот это резкая, как будто бы вот резкая смена вашей жизни, но плюс в жизни еще что-то будет такое интересное, резкая смена руководства, резкая смена каких-то перспектив, проектов, какие-то конфликты уйдут в сторону и начнется развязка этих конфликтов. По дьяволу. Вот как будто дьявол реально уходит. Тут недаром и высшие силы тоже выходили. Туз жезлов. Огонь, новые дороги, перспективы, у тебя все в руках. Поэтому да, что-то такое плохое по дьяволу, оно как дает трещину. И будет та резкая смена. Ну, не знаю, руководство на работе или что. Резкая смена может быть мужчины, опять же, да, в вашей жизни. Ну, любовь же, она должна быть, она по судьбе вам. Но это важно. Это действительно важно даже услышать или узнать, потому что это событие покажет, что безопасная роль исполнителя — это не ваша. Опять же, безопасная в кавычечках, потому что вы не исполнитель. Она шаткая, и вы уходите из этого. И если кто-то вас не отпускал, в этой клетке держал, да, то значит он на себя надевает эту клетку, как исполнителя. Вот. У исполнителя нет права голоса. Когда систему перестраивают, нужно что-то говорить, а вы не тот человек, который должен молчать, вот реально. Но и в то же время не всегда надо говорить. Но здесь карты говорят, бойся остаться безгласным каким-то в момент перемен.
твое «я» должны люди увидеть. Твое «я» должны люди увидеть. Иногда, да, надо молчать. Но иногда приходит момент, когда нужно сказать, чтобы тебя реально увидели, заметили, поняли и никому тебя не отдали больше. Вот так. Ну, давайте итоговый посмотрим еще. Да? Маг опять выходит. Даже после вот этого дьявола идет маг. Прекрасно, серьезно. Карта мага много говорит. Пора перестать. Ну, еще раз, давайте как итог по всему раскладу, да и все в принципе. Потому что карта маг — это как подытоживание, серьезно. Она говорит, пора перестать быть инструментом в руках чужих, да, и стать мастером своей судьбы, потому что маг — это повелитель 4 стихий. И этот повелитель, да, может быть над тобой, но ты можешь быть и в нем. Вот. Да? Ты можешь строить башню, как рабочим быть, а можешь быть владельцем этой башни. Так и тут. Роль исполнителя, опять же, как повторяюсь уже много раз, да, не ваша. Вот. И здесь идет какой-то добровольный отказ от этой силы, добровольный какой-то изменительный процесс. Главный знак, если вы чувствуете хроническую усталость, при отсутствии каких-то больших достижений, большой физической работы, вы уже в ловушке. Вот у вас нету никакой работы физической, допустим, да, или там чуть-чуть всего лишь, и вроде как всегда работали, допустим, так даже, да, но никогда не уставали, а теперь начали уставать, и она какая-то хроническая усталость. Все, это уже главный знак, это вы уже в ловушке, из которой прямо сейчас уже нужно выходить. Если вы еще нормально, потому что сила ваша карта, именно силы, и вы не должны хроническую усталость чувствовать. Значит, если вы еще при силе, все, останавливаемся, берем мага на себя, его шубу одеваем. Мы повелители всех 4 стихий. Вот так и говорите. Ну, говорите я, это я так сказала. Мы, потому что уже хочется чего-то такого. Поэтому сказала, а вы говорите, да, каждый для себя я повелитель. Вот. Что еще здесь? Но если вы чувствуете уже как бы по картам и через этот расклад, я даю силу, чтобы вы вышли из этой ловушки, открыли ее. Где она там? Это клеточка, да? Это клеточка. Вот. Ну и все, в принципе. Я здесь не вижу никаких слов, в принципе. Нет, не надо. Здесь просто нужно понять и принять себя. Потом вы прочувствуете, какой шаг сделать, потому что в вашу жизнь придут люди, которые будут что-то открывать, как будто бы глаза вам на что-то, да? Вот, поэтому здесь даже и волшебных слов я не вижу, нужно ли говорить. Просто скажите «я одеваю шубу этого мага, и я буду повелитель 4 стихий и хозяин башни». Башни, которая не рушится в моей жизни. Так, все. На дне колоды. О, 6 мечей — это выход, лодка. Выход из тяжелых мечевых ситуаций. Да, есть такое. Ну и давайте арканы, в принципе, все, я думаю. Ну, я просто услышала, что карты важные, да, они сказали, больше, в принципе, на сегодня не надо. Если что нужно будет еще, уже в следующем раскладе карты откроют, подскажут. И как дополнение вот эту карту. Выход. Видите? Все-таки, да, это как уточнение, как печать. Давайте скажу, печать расклада. Это реально как печать. Вот не вот так, а выход. Вот. Даже, кстати, по вот этой вот карте, по вот этой руне, да, можете вот так руки соединить. И действительно сказать, я одеваю шубу мага, и это я теперь повелитель 4 стихий, а не вот так вот по жизни сидеть. Это даже вот как печать всего расклада. Вот. То, что я говорила вот в 2 картинках. Исполнитель и хозяин. Вы хозяин своей судьбы, своей жизни, своих талантов, своих идей и любви. А любовь —
это ваше. Вот точно, точно ваше, но как по-другому. Все, на сегодня все. Счастье огромадное, преогромадное. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик. И услышимся, увидимся уже скоро. Всего вам наилучшего. Ну, не знаю, еще хочется такого говорить. Вы знаете уже меня, да, кто со мной долго. Вот. В общем, наилучшего вам. И из отшельников вот, двери открываем и выходим. И выходим. Все. Потому что вы нравитесь. Вы самый лучший человек. До встречи.